Привет, мои дорогие! Закончилась долгожданная встреча между Путиным, Уиткофом и Джаредом Кушнером. Это зять Трампа, если кто не знает. Дмитрий вот такое вот сообщение написал. Позитив и голубь мира. Хотя Ушаков говорил там совсем другие вещи. Но не то, что другие, говорит, что были там вопросы. Я об этом все по порядку. Но с самого начала у нас, как обычно, фронт, дорогие мои. Сейчас я начну с заявления Чмута, которое рассказывает о том, что происходит на данный момент. На фронте происходит стратегический кризис, силы обороны теряют позиции, отступают, и перспектив для изменений нет. Сейчас проваливаются батальонные участки обороны, потом начнут проваливаться целые бригады, пока не произойдет коллапс. Этот кризис по худшему сценарию приведет к потере государственности в текущем сценарии. К тому, что фронт будет проходить по Днепру. Главное, чего не хватает фронту, это людей. Знаете, у этого Тараса такая очень интересная фамилия Чмут, поэтому Чмут идет бродить. Дальше, поехали. Северское направление. У нас идут бои у Звановки и Святопокровского. От Васюковки российские войска наступают на Никифоровку и Рай-Александровку. В районе Емполя россияне пытаются продвинуться у перекрестка трассы Лиман-Северск. Это мы так чуть-чуть почему-то залезли туда. Идем дальше, дорогие мои. На Покровском направлении российские войска подняли флаги. В Покровске идут бои на окраинах города. Путин заявил, что... сегодня у него журналисты спрашивали по поводу правда, неправда, потому что везде идут такие, и Украина заявляет, что никто никого не взял, и там немцы, хотя он предлагал, об этом тоже поговорим. Также россияне захватили южную часть соседнего Мирнограда. ВСУ пытаются сконцентрироваться в северной части города. Идут бои на рубеже Гришино-Родинская, где в полях фиксируется присутствие украинских военных. Севернее, в районе Белецкого, наблюдается относительно высокая концентрация сил украинской армии. Временами силы обороны контратакуют в сторону Дорожного и Сухецкого. В окрестностях Шахова российским подразделениям удалось значительно продвинуться как в самом селе, так и в окрестностях Софиевки. Западный рубеж, удачная Котлина, остается статичным, а на окраинах Гришина продолжаются бои. Там россияне смогли зайти на 2 юго-восточных улицы еще в 20-х числах ноября во время битвы за Покровск. Военные эксперты отмечают, что в случае полного захвата Покровска Мирноградской агломерации российские войска могут развивать наступление дальше на северо-запад, где целями могут стать как выход к Днепропетровской области на еще одном участке, так и Доброполье в Донецкой области. Я думаю, пойдут туда на Краматорск-Славянск, там куда более перспективно. Хотя не мне решать, Путин там уже сам говорил, что это делают непосредственно на местах командиры и принимают решения тоже там военные. На Константиновском направлении российские войска продвигаются западнее Плещеевки вдоль северного берега водохранилища. В Константиновке идут бои у железнодорожного депо. Российская сторона заявляет о захвате населенного пункта Клиновое, расположенного уже до линии на Краматорск. Украина захват села опровергает. Как обычно, они и Покровск опровергают, и другие всякие вещи. Поехали дальше. Опять Покровское направление у нас. На Покровском направлении идут бои в районе Шахова и Софиевки. На западном фланге позиционные боестолкновения. В южной части Мирнограда фиксируются городские бои в микрорайонах Западный. Это в южной части микрорайона Западный и в центре южной части города. В принципе, на карте все нарисовано. Российская сторона заявляет о захвате Покровска и публикует видео с военными армией на центральной площади города, площадь Шибанкова. Украина захвата города не подтверждает. В принципе, тут никакого удивления быть по этому поводу даже и не может. Днепропетровское направление. Российская сторона заявляет о захвате населенного пункта Доброполье и начале штурма Гуляйполя. Отметим, что россияне уже несколько дней активно проникают в восточную часть Гуляйполя, а теперь уже начали
начали заходить из севера, где также закрепляются и накапливаются. После взятия Затишья российские силы также начали атаковать северо-восточную окраину Гуляйполя. Украинские военнослужащие отмечают, что российские войска приближаются к Варваровке, угрожают перерезать пути снабжения Гуляйполя. Знаете, о фронте и о том, что происходит с украинской стороны, также Путин делал заявление. А вот хочу, это уже под конец покажу вам видео, где уже шахеды ищут мобильные группы ВСУшников, которые занимаются там сбитием ракет, дронов и так далее. Но я покажу под конец, чтобы YouTube не блоканул это. Сейчас переходим уже в политический вектор. Тут я собрал все, что было, то есть я даже не упорядочил, потому что я так считаю, что чтобы мы не просто по какой-то обычной линии шли и не уснули, а немножечко так вот тормошились. Поехали. Италия. Если кто не знает, Мелани сделала там типа поддержку Украины, и какой-то там закон она пыталась выпустить. Сделать, да, для того, чтобы проголосовали. Но после скандала с Миндичем все поменялось. В Италии намерены отложить утверждение указа, то есть она указ сделала, позволяющего Риму продолжать военную помощь Украине в 2026 году. Мелани обещала помогать Украине в противостоянии российской агрессии до конца, однако ее заместитель Маттео Сальвини, пропутинский, даже в Италии такое есть, партия Лига, поставил под сомнение целесообразность предложения поддержки из-за коррупционного скандала вокруг Зеленского. Рассмотрение указа было снято с ближайшей повестки. Так что да, это очень кстати, понимаете, вот это вот дело Миндича, потому что, Италия, она, знаете, такая полужелающая, полунежелающая. Они там со своими какими-то интересами, со своими, да, то есть если Россия будет проигрывать, они будут на стороне Украины. А если Россия будет выигрывать, то они будут так вот, мы типа Италия и все. Окей, Верховная Рада хочет принять закон о временном запрете на вождение автомобиля, если мужчина не стоит на учете, не обновил данные или не пришел в ТЦК. Ему могут временно ограничить право водить машину. Параллельно уже вступили в силу повышенные штрафы от 17 до 25 тысяч гривен. Обсуждались и более жесткие варианты, например, блокировка банковских счетов и карт, но пока депутаты отказались от этой идеи. Отдельно подчеркивают, что вводить дополнительный запрет на выезд не планируют, поскольку он и так действует. Это же двойной запрет на выезд, да, то есть, подожди, а что ты пришел? У тебя есть предыдущий запрет, у тебя двойной запрет на выезд. Дорогие мои, я хочу сказать, что им надо сейчас думать не о том, как усложнять жизнь мужчинам украинским, а о том, куда им бежать. Потому что это скоро произойдет. Я просто хочу сказать, что это некая занавес, как будто все нормально. То есть всегда при падении режимов они до последнего показывают видимость, что режим еще что-то контролирует. По сути, уже идут надломы. Потому что мы можем это сказать по неконтролируемости, такой якобы оппозиции в виде там Порошенко, да, и Тимошенко. Всплывают всякие там вещи, мы посмотрим. Мы вот сидим, и я говорил всегда, что константа в этом – это фронт. И все, и больше ничего. Окей, сейчас пойдем по заявлениям Путина, а потом там под Ушакова заявление, и других пройдемся. С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько. Я вам говорил об этом. Это заявление Путина. Это не война в прямом, в современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать свою войну и начнет ее, то очень быстро произойдет и ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться, заявил Путин. Я миллион раз вам говорил, что Украина и вот та война, которая идет сейчас, да, вот с Украиной, она не должна там разрушить, да, символизм там Верховной Рады и так далее, да, там Банковой и так далее. То, что мы все хотим. Почему вот по Верховной Раде не бьют? Да потому что потом депутатов некуда будет садить, и президента некуда будет садить. Где они его там, в сарай посадят или куда? А министров куда садить? Поэтому, конечно, вот этот правительственный квартал его нужно сохранить.
Их проще капитуляция отодвинуть, да, и другими всякими методами. Поэтому это все и происходит, как он говорит, хирургическим методом, не как Палестина. Потому что, ну, сейчас бы не было бы Одессы, Львова тем более бы не было, его бы первее похоронили. Понятно, что размочили бы весь Киев. Ну, вот как бы все выглядело. Днепропетровск, Харьков и так далее. Окраины бьют, но не бьют же, не уродуют весь центр, потому что потом там должно быть руководство на местах. Но тут он подчеркивает одну вещь, и я бы хотел заметить для молдаван, которые за режим Зеленского, да, и режим Санду, что если только кто-то хоть попробует на миллиметр пройти туда, в Приднестровье, вот то, что вот заявляет Путин, произойдет. Путину нет дела до Молдовы. Туда никто никого садить не хочет. Там такую дыру расковыряют, что в Кишиневе, что в других городах. Там, ну, просто будет ад. Ад просто страшнющий. По неофициальным каналам предупредят всех русскоязычных. И те, кто не поддерживает Санду. И все, и хана Кишиневу. Просто его сравняют. Поэтому Санду тут нужно задуматься и услышать его слова. Ну, то, что она не идет на Приднестровье, это как раз и говорит, что она прекрасно понимает. Ну, там и Захарова ей такие, можно сказать, прямые намеки давала. Поехали теперь побольше заявлений Путина, потому что там длинная такая у него была речь. Длинные выступления, можно так сказать. После выступления на инвестиционном форуме ВТБ и перед встречей с Уиткофом Путин вышел к прессе и сделал ряд важных заявлений. Поехали. Красноармейску придавалось особое значение обеими сторонами. Ну, это Покровская имеется в виду. Красноармейск – хороший плацдарм для решения всех задач СВО. Отсюда удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет нужным Генштаб России. Вот о чем я и говорил. Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью в руках российской армии. Путин подтвердил приглашение иностранным журналистам, в том числе украинским, посетить Красноармейск и увидеть все своими глазами. Опасность в Красноармейске сохраняется для журналистов, но российские военкоры там работают, западные тоже могут. Россия готова обеспечить безопасность иностранным журналистам и провести их по всем кварталам в Красноармейске и Купянске. Руководство Украины как будто живет на другой планете. Это правда. Как видите, да, они сидят там в парламенте и думают так: лишим мы его прав, этого СЗЧшника. Киеву не до текущих дел в экономике, и на фронте они занимаются выклянчиванием денег. Это факт, потому что Зеленский вот вчера выклянчил у ирландцев 125 миллионов. Хотя я читал комментарии, да, по поводу его приезда на официальных там ресурсах в Фейсбуке, да, там ирландцы говорят, он сейчас приедет, опять бабки будет просить. Лучше, говорит, пусть заберет этих мужиков, чем бабки просит у нас. Мы даже адрески подкинем, они говорят. А некоторые писали, даже билеты им оплатят, этим мужикам. Это не мои слова, дорогие мои, это ирландцев слова. Поехали дальше. Купянск узловой будет полностью освобожден через несколько дней. Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска. Россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты. Ну, это вот уже скоро начнется. Бедная Одесса. Бедная Одесса. У нас в области Южный порт. Там и то 2 или 3 порта. Одесский порт, Ильичевский порт, в Измаиле порт. Ну, там всегда прилетают туда. Это трешак будет. Судоремонтный. Хана. Россия может отрезать Украину от моря, если Киев продолжит пиратство против российских судов. Они уже делали заявление. Я вам прочитаю. Украина имеется в виду, что это не они делают. При этом СБУ хвастается Смоляком, вот этим Шреком, да, а после, короче, они убирают эти заявления, что это делают не они. Мы не собираемся воевать с Европой, но если Европа вдруг захочет, я вам об этом читал, с нами воевать и начнет, мы готовы это сделать прямо сейчас. Только, да, договариваться будет не с кем. Встреча, кстати, продлилась с Уиткофом и Кушнером около 5 часов. Их Дмитрий водил гулять. Сегодня по Москве, новогодней, там предпраздничной. Вот. И они там
Ну, потом он спрашивал по поводу... Хотя, мне кажется, знаете, тут реакция Уиткофа была такая, и Кушнера, скорее, больше они думали, как бы решить этот вопрос. Хочу показать вам сердючку, вот, Верку, да, которая тоже высказывает. Его уже не выпускали долго из Украины. Вот. Не знаю по какой причине, но вот его выпустили, он в Мюнхене на концерте сделал свое заявление. Давайте я вам сейчас поставлю. Конечно, он там в конце сказал «Слава Украине», но мне кажется, это для того, чтобы так сгладить то, о чем он говорит. Поехали. Я на цій фотографії мені 6 лет. Я хочу от всім побажати, щоб ви були такі щасливі, як я на цій фотографії. Леш, покажи. У нас в детстве я в СССР жила. И мы после ужина в питерском лагере выходили за территорию, набирали хлеб, колени вот такие отвисшие, знаешь, спортивные штаны с коленями. Я вот смотрела на закат, когда падают звезды. Падая звезда, мы загадывали желание. Было такое? Я хочу в Цюрихе снять вот эту звезду. И чтобы мы все загадали желание. А желание у нас только одно. Чтобы закончилась вся война. Слава Украине! В конце можно было сказать «Слава Иисусу Христу», дорогие мои. Но в любом случае вы все слышали, что он заявил. Это в Цюрихе было, это Швейцария. Вот. Ну, это недалеко от Мюнхена, на самом деле. Это, как говорится, немецкая Швейцария. Вот. Так что, да, видите, и все хотят мира, кроме зеленого, мразоты зеленой. Поехали дальше. С завтрашнего дня украинцы смогут получить бесплатные билеты на поезд, ну, уже сегодняшнего дня, общей протяженностью до 3000 километров, сообщает Министерство развития. Билеты будут доступны на плацкарт, купе, а также в региональных поездах и во втором классе Интерсити на 24 маршрутов. Туда, в сторону запада, чухайте. Кому там удастся что-то получить. Поехали, сейчас покажу вам экскурсию непосредственно, которую вел Дмитриев. Путин потом задавал вопросы им, как им Москва. Он сказал, что это руководство Москвы, города, сделало такую красоту. Вот, ну, в глазах у меня есть, где он задавал им этот вопрос в Телеграме. Ну, и там длинные заявления Ушакова, там 10-минутное, да, там и Путина самого непосредственно подход его. Поэтому, если кто хочет посмотреть и послушать все, что он говорил именно непосредственно от источников, можете зайти и посмотреть туда. Окей, поехали дальше. США остановили поставки определенных видов оружия в Украину, сообщил журналист The Atlantic, генеральный инспектор Бундесвера Кристиан Фройдинг. Немцев бреют вообще в последнее время очень жестко. Фройдинг сказал, что раньше он мог днем и ночью, слушайте внимательно, отправлять текстовые сообщения американским чиновникам из сферы обороны, но в последнее время связь с его коллегами в Вашингтоне была прервана. Действительно прервано. Например, администрация Трампа не предупредила о своем решении приостановить поставки определенных видов оружия в Украину. Для получения информации об американской политике Фройдинг обратился в посольство Германии в Вашингтоне, где есть человек, который пытается найти кого-нибудь в Пентагоне, говорится в статье. Я же вам говорю, европейцев просто их никто не ставит ни во что, потому что, ну, вы же сами слышите, что
Они не хотят мира. Они вон по Соросу хотят дальше зарабатывать бабки на ВПК, поднимать именно, как говорится, доходы, причем узкого круга людей, семей и так далее. Поехали теперь по непосредственно заявлениям Ушакова. Там их много было, ну вот некоторые. Мы обсуждали не конкретные формулировки и решения, а саму суть. С чем-то готовы согласиться, что-то вызвало критику, но состоялась полезная дискуссия, сообщил помощник президента. При этом он упомянул, что территориальные вопросы также поднимались. Компромиссы пока не найдены, точнее, пока найдены не были, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется. Но работа для достижения долгосрочного мира будет продолжена. Стороны видят огромные перспективы для взаимодействия и точно не стали дальше друг от друга, заявил он непосредственно. Ну и вот заявление МИДа Украины, дорогие мои, после того, как они сегодня взорвали, точнее вчера еще один корабль подорвали. МИД Украины отрицает причастность к удару по танкеру Middle Volga-2 с российским подсолнечным маслом у берегов Турции. Да, а кто же это тогда сделал, интересно? Где этот Фридрих Аристархович? Кто это сделал тогда? Турки это сделали. Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту. Мы официально опровергаем любые подобные утверждения российской пропаганды. Более того, предполагаемый маршрут из России в Грузию шел исключительно через экономическую зону Турции. Не имеет смысла и позволяет предположить, что Россия могла инсценировать все это, написал МИД Украины Тихий. Нет, это знаете, когда вот такой вот большой, да, и без маски уже подошел к жопе, и будет больно, да, потому что, ну, уже заявления начали делать там, и их же партнеры, и балтийские тигры начали говорить, что, алло, тормозите, потому что сейчас Россия зачистит вообще все Балтийское море полностью, и Северное море зачистит, и, короче, вообще все зачистит, что эти прибалты ничего не смогут ни вывозить, ни завозить. Тогда они начали отрицать. А так бы, если бы прибалты ничего не говорили, то мы сегодня бы увидели видео потужной спецоперации СБУ. Да? Шрек бы хвастался, как они это сделали, дорогие мои. Сейчас хочу вам показать, как, ну вот под самый конец, да, как раз хочу показать, как российские дроны лупят по уже вот этим мобильным группам. Там будет немножечко мата, ну вот, если не забуду, вырежу. Ну, если, как говорится, из песни слов не вырвать. Пизда машине. Пизда. Это герань была, которую же могут управлять как FPV. Ну, как видите, да, что происходит. То есть герань уже становится как FPV, вот, которая отлавливает мобильные группы, а также уже, как я там месяц или полтора назад говорил, что если самолеты начнут с вертолетами сбивать герани, то на них поставят ракету. И ракету поставили на них. Так что мне кажется, что пилоты уже неохотно будут вылетать, потому что эта ракета действует до 10 километров, и мне кажется, что она так нормально, эффективненько. В целом, как видите сами, день сегодня очень позитивный, ну вот я имею в виду прошедший, был во всех отношениях, на фронте, на переговорном треке. Конечно, сейчас я вот смотрю на глаза Уиткофа, и я прекрасно понимаю, насколько он уже просто устал. Вот эти перелеты постоянные, постоянно вот, особенно вот когда этих животных он там видит, но их по-другому не назвать, там какие-то хряки, ну не могу выражаться.
Вот. Ну, вы же посмотрите, там состав этой группы. Посмотрите на Умеров, это Боров, да, этот Сибига, этот Кислица. Ну, посмотрите на них, на людей они не похожи. И вот он сидит и смотрит на это все и думает, господи, боже мой. Ох. Он же там делал заявление, что он после вот этого вот сразу же все отваливает опять к себе там в эту индустрию, откуда его Трамп взял. И все, и больше не будет с этим никогда, мне кажется, с политикой сталкиваться. Кушнера тащат, потому что они вместе составляли как раз ближневосточный договор, и Дмитриев об этом тоже говорил, что он привез в Москву 2 человек, которые создали ближневосточный договор вот, о мире. И вот они будут добиваться то, чтобы это было. И мы видим все, да, как по порядку. Европейцев откидывают. Сейчас на них там уголовные дела будут. Мы смотрим сейчас где-то начинают лидеры Европы, да, там Макрон что-то подвякивает. Ну, мне кажется, один звонок Трампа, и Макрона мы не увидим. Ну, вообще, просто вот именно слово совсем. Мерцев и немцев вообще тупо игнорируют, да. Мелани и другие вот там всякие политики, которые позатыкали рты, да, там, и также и та Урсула все пытается эти бабки выбить с этих бельгийцев, но мне кажется, у нее шансы нулевые абсолютно, и это очень важно. Так что потужности у них там нет, коллективного Запада нет, потому что в Америке огромные проблемы экономические, да и в будущем у нее огромные проблемы. Ну, я имею в виду, как в планах на будущее. Поэтому им нужно, как вот и Рубио сказал, заниматься самими собой, а не участвовать во всяких авантюрах, которые вот этот дед самоходный, да, с самописной ручкой, которая за него ставила подписи, натворил чудес. Ну, понятно, что там под руководством там того же Обамы, Сороса и всей этой демпартии. Окей, дорогие мои, обязательно подписываемся, кто не подписан. И я вас всех обнял.